Перед тем, как начать изучать этот трюк, вы должны понимать, что он делается, держа ручку за ее кончик. А также, вы уже должны уметь делать инфинити в слоте 1-2 и инфинити в слоте 2-3. Первый этап изучения. Учимся перекидывать ручку между слотами. Сделайте взмах кистью вперед, и когда ручка будет практически внизу, поднимите средний палец. Так ручка попадет в слот 1-2. Ручка находится в слоте 1-2, вот в такой позиции, как показано на видео. Чтобы ручка попала в слот 2-3, нужно сначала согнуть безымянный палец и перевернуть ладонь в положение palm down. Ручка начнет опускаться, и когда она будет внизу, поднимите безымянный палец и уберите указательный. Затем соедините два движения в одно целое, так, чтобы это выглядело, будто ручка перетекает из слота в слот. Второй этап изучения. Учимся возвращать ручку в начальную позицию. Ручка находится в слоте 2-3, ладонь смотрит вверх. Чтобы перекинуть ручку в слот 1-2, переверните руку в положение palm down и сделайте взмах кистью влево. При этом указательный палец согнутый. Благодаря этому ручка попадает в слот 1-2 и по инерции сделает еще полоборота. Дальше ручка находится в слоте 1-2, ладонь смотрит вниз. Чтобы вернуть ручку в начальную позицию, сделайте взмах кистью влево и в это же время немного согните средний палец. В конце поймайте ручку в слот T1, после чего научитесь соединять эти два движения в одно. Третий этап изучения. Добавляем инфинити в слоте 2-3. Сделайте инфинити в слоте 2-3. Когда ручка попадает в слот 2-3, сделайте предыдущий этап. Последний этап изучения. Соединяем все предыдущие этапы. Для этого сделайте один этап за другим. Сначала делайте с паузами. Со временем уменьшайте паузы до тех пор, пока это не будет выглядеть как одно движение. Если хорошо натренируете этот трюк, то вы сможете его делать бесконечно. На этом все. Удачи в изучении!